Император Палпатин и Дарт Вейдер, как и многие другие мастера и ученики ситхов до них, не раз противостояли друг другу, что стало частью канона «Звездных войн». Став учеником Палпатина вместе ситхов, Вейдер неоднократно пытался уничтожить своего мастера. И хотя Император чаще всего побеждал, вплоть до искупления Вейдера в возвращении джедая, некоторые их сражения получились крайне драматичными и захватывающими. Правило двух, введенное Дартом Бэйном 1000 лет назад, гласило, что одновременно могут быть только два ситха – учитель и ученик. Один, чтобы воплощать могущество, а другой, чтобы жаждать его и в конечном итоге убить своего наставника, став новым лордом ситхов со своим собственным учеником. Поэтому не стоит удивляться тому, что Дарт Вейдер много раз пытался убить Палпатина, прежде чем Император потерпел окончательное поражение. И сегодня мы вспомним все их сражения в каноне «Звездных войн» в хронологическом порядке. В фильме «Месть ситхов» после поражения от своего бывшего наставника Оби-Вана Кеноби Дарт Вейдер был оставлен умирать на вулканической планете Мустафар. Однако вовремя подоспевший Палпатин спас своего ученика и поместил в кибернетические доспехи, необходимые для поддержания его жизни. Очнувшись, Вейдер узнает о смерти своей жены. Переполненный горем и яростью, он, подавшись темной стороне, начинает крушить все вокруг. Именно эту сцену мы видим в самом конце фильма. При этом в канонической серии от Marvel Дарт Вейдер 2017 года эта история получила свое продолжение. В ней Темный Лорд не только уничтожает дроидов, но и сразу же нападает на Палпатина. Разгневанный тем, что его новый учитель не сдержал обещания спасти жизнь Падме, он бросает его о стену. Но тот гневно отвечает, что вся ответственность за случившееся лежит исключительно на нем самом. Это еще больше разозлило Вейдера, и он попытался задушить его силой. Но нужного эффекта достичь не удалось. Император был слишком силен и, подняв руки, заблокировал эту попытку. Понимая, что ситуация может выйти из-под контроля, Палпатин призвал ученика направить свою новую боль на укрепление связи с темной стороной. На этот раз Вейдер прислушался к нему, но как только он опустил руку, Император тут же ударил его молнией, предупредив, что больше не потерпит подобных выходок, и в следующий раз сам закончит то, на что у Кеноби не хватило духу. Первым заданием Вейдера, полученным от Палпатина после мести ситхов, было убийство джедая с целью забрать у него Кайбер-кристалл для создания своего нового меча. Согласно традициям ситхов, когда они создают световой меч с красным лезвием, то должны наполнить кристалл своей яростью, болью и гневом, чтобы подчинить его своей воле. И когда уровень агонии станет больше, чем кристалл может выдержать, он приобретет свой особенный багровый оттенок. Когда Вейдер добыл кристалл и попытался воздействовать на него темной стороной силы, он пережил мощное видение силы. Это видение показало Темному Лорду альтернативный путь, где он искупает вину за свои недавние преступления. Убивает Палпатина и приходит к Оби-Вану просить прощения за все, что он сделал. В этом видении Дарт Вейдер сражается с Императором, используя зеленый световой меч, который забрал упавшего от его руки джедая. Обмениваясь ударами, Дарт Вейдер в конце концов одерживает верх и убивает своего темного учителя, после чего отправляется на поиски Оби-Вана. И хотя это просто видение альтернативного пути, который Вейдер в итоге отвергает, это важная сцена, показывающая, что могло бы произойти и какую победу Вейдер мог бы одержать, Оби-Ван, если бы нашел в себе силы отвернуться от темной стороны. прошу. Энакин,
Вскоре после того, как Дарт Вейдер добыл свой собственный световой меч, Палпатин, он же Дарт Сидиус, провел спарринг со своим новым учеником. В ходе поединка он наглядно продемонстрировал, что истинным оружием ситхов является сама темная сторона, а не световой меч. Вейдеру предстояло забыть манеру боя, присущую рыцарям-джедаям, и научиться сражаться как истинный лорд ситхов. Урок был усвоен, когда Сидиус, используя силу темной стороны, обезоружил ученика и заставил его подчиниться. Сразу после событий фильма «Империя» наносит ответные удары и отказа Люка присоединиться к нему, Дарт Вейдер занялся расследованием загадочных обстоятельств смерти своей жены, при этом полностью игнорируя вызовы Императора. По возвращении на Корусант, переполненный горем, а не гневом и яростью, он был жестоко наказан своим учителем за неповиновение. Напав на Вейдера, Палпатин с помощью силы легко сломал его кибернетические конечности, а затем отправил провинившегося ученика обратно туда, откуда когда-то его спас, на раскаленный берег лавовой реки Мустафара. Восстановив свою мобильность с помощью деталей дроидов, Дарт Вейдер начинает яростную погоню за своим учителем, которая приводит его через кровавую сеть гиперпространственных аномалий в секретный мир ситхов Палпатина – Экзегол. Получив контроль над гигантским существом, известным как Самоверминот, Вейдер отправляется в решающий бой, намереваясь уничтожить Императора раз и навсегда. Однако его учитель был готов к этому. С помощью силы он призывает двух огромных ракообразных существ, которые атакуют Вейдера, управляющего чудовищем, а затем уже лично уничтожает Верминота, использовав темную сторону. После этого Палпатин приглашает своего мятежного ученика в храм ситхов на Экзеголе, где его бесчисленные последователи уже вовсю трудятся над созданием огромного флота. Убив несколько акалитов, которые, по словам Палпатина, всегда смогут его заменить, Дарт Вейдер находит огромный кайбер-кристалл, находящийся во власти Императора и способный кратно увеличивать его могущество. Не в силах противостоять такой мощи, Вейдер вынужден снова подчиниться своему учителю. В комиксе «Скрытая империя» леди Кира, глава преступного синдиката «Багровый рассвет», желая освободить галактику, разрабатывает хитроумный план по устранению Вейдера и Палпатина. Чтобы привлечь их внимание и заманить в ловушку, она распространяет слух о своем намерении выпустить на свободу древнего ситха Момина. Во время этих событий Палпатин и Дарт Вейдер ненадолго скрещивают свои мечи, обсуждая необходимость выполнения правила двух, если третий ситх действительно будет освобожден. Похоже, что Палпатин почувствовал желание помахать световым мечом, поскольку с тех пор, как он стал императором, ему редко приходилось браться за это оружие. Но, что интересно, Вейдер продолжил свою атаку уже после того, как Палпатин завершил их спарринг. Его световой меч находился буквально в сантиметрах от головы учителя, но все же остановился, когда Палпатин вновь повторил, что их поединок окончен. В серии комиксов «Темные дроиды» Дарт Вейдер отправляется в Императорский дворец, чтобы снова бросить вызов Палпатину. Он прошел все испытания, которые устроил ему учитель, и теперь хочет проверить на прочность его самого. Как это принято у ситхов, Палпатин без колебаний принимает его вызов и, полагаясь на свою силу, направляет в Вейдера поток молний. Но тот успевает защититься, выставив перед собой световой меч. Однако, как и прежде, Вейдер оказался неспособным на равных противостоять Императору и вскоре был вынужден уступить. В очередной раз Палпатин преподал ему болезненный урок, заявив, что хотя ненависть и сделала Вейдера сильнее, но он по-прежнему остается его учеником. Затем Император объяснил, что способен черпать силу из ненависти своих врагов. Чем больше они его ненавидят, тем могущественнее он становится. Склонив голову, Вейдер молча слушал слова своего наставника. Использовав силу непостижимым для него образом, учитель вновь оказался на шаг впереди. Возможно, единственный способ уничтожить его по-настоящему –
Это если он решится пожертвовать собой. За несколько месяцев до возвращения джедая Дарт Вейдер в последний раз попытался свергнуть императора, полагаясь на силу темной стороны. Ища альтернативная форма могущества, находящаяся за пределами контроля Палпатина, Дарт Вейдер сумел обзавестись новым оружием, новыми источниками энергии, полученными с планеты, лишенной жизни, и новой армией дроидов. Кроме того, он обрел новых союзников, называвших себя Имперским Расколом, тайной организацией имперцев, которые также считали, что порядок в галактике может быть восстановлен только с гибелью Палпатина. Однако император, конечно же, знал о всех планах Вейдера и даже способствовал их реализации. Ведь это была еще одна прекрасная возможность доказать своему ученику, что только он способен полностью владеть могуществом темной стороны. Поэтому последняя попытка Вейдера убить своего мастера в качестве лорда ситхов закончилась так же, как и все предыдущие. Его полной покорностью и преклонением колен перед Палпатином. В фильме «Возвращение джедая» Дарт Вейдер наконец ставит точку в своей многолетней борьбе с Императором. Когда Палпатин обрушил весь свой гнев на его сына, Вейдер не смог остаться в стороне. Собрав последние силы, он схватил Императора и сбросил в шахту реактора Звезды Смерти. И хотя эта победа отдалась ему ценой жизни, она стала его искуплением. Перед самой смертью он вновь обрел себя и ушел не как Дарт Вейдер, а как Энакин Скайуокер. Понравилась история? Тогда ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал и напишите свой комментарий. Именно по вашей активности под видео мы поймем, что такие ролики вам интересны. Спасибо за просмотр и до новых встреч в следующих видео.